Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Стали известны новые подробности о человеке, который был расстрелян 24 апреля в центре Днепра. В судебном реестре данные Анара Мамедова встречаются в делах об алиментах, лишении родительских прав и исключении данных об отце. В реестре должников его нет. В 2018 году Ленинский районный суд Днепропетровска рассматривал гражданское дело по оплате алиментов. Выяснилось, что раньше суд определил сумму, которую должен был платить Мамедов на содержание двоих детей, но почему-то этого не делал, и так появился долг 56 599 гривен. Автор иска просила суд взыскать с ответчика в ее пользу пеню за неуплату алиментов в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки и судебные расходы по делу. Суд проверил все расчеты и решил, что оставлять детей без помощи нельзя. Поэтому Мамедов должен был заплатить 60 063 гривны. Также фамилия, имя и отчество женщины в техпаспорте Мамедовой Оксаны Алабасовны совпадает с данными бывшей руководительницы фирмы МГА-Трейд. Эта фирма занимается оптовой торговлей, деталями для авто. Напомним, 24 апреля центр Днепра ошарашила новость. Прямо посреди улицы был расстрелян автомобиль с мужчиной и ребенком внутри. Водитель был ранен, однако выбежал из авто, пробежал несколько метров и упал замертво. Машина с ребенком в салоне ехала уже без водителя и остановилась благодаря столкновению с другим авто. Ребенок видел своими глазами убийство отца, у него руки были в крови. Кроме того, полиция прокомментировала жуткое происшествие. Как сообщалось ранее, подозреваемый в расстреле засветился на камерах. Кроме того, предварительно известно, с какого оружия он стрелял. Вместе с этим выяснилось, что расстрелянный 24 апреля в центре Днепра Анар Мамедов оказался полным тезкой одного из лидеров Криворожской ОПГ «Мамедовские», которая занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области.